Иногда мы здесь говорим о приличиях. И я бы сказал, что это слово из букв не займет нарушающие приличия. Мы оскорбляем каждого человека, который служил, когда мы приходим сюда и говорим слова из этих букв. Нам жаль, что вывод из Афганистана был не совсем идеальным. Но знаешь, может быть, мы могли бы сделать несколько вещей. Это нарушение приличия против всех людей, которые надели форму. И это место полностью оправдывает название болота. Когда мы скрываем тот факт, что 26 из наших дипломатов вам прямо сказали, что если вы продолжаете идти по тому же пути, по которому шли, что это будет катастрофа. И мы не должны покрывать это. Я хочу поговорить о паре вещей сегодня. Вы наш главный дипломат, и это не подлежит обсуждению. Вы были в Афганистане с момента, когда убили 13 американских солдат. Нет, я не был. Кто-нибудь из ваших сотрудников посещал с того дня посольство США в Афганистане? У нас были люди в Афганистане. Я полагаю, что они не посетили посольство. Знаете ли вы, кто в настоящее время находится в нашем посольстве? Посольство, очевидно, не под нашим контролем. У нас нет возможности быть в Афганистане, чтобы контролировать его. У вас есть любая информация о ком-либо, кто провел какое-то время в нашем посольстве с момента нашего вывода? Без сомнения, если мы это сделаем или в любом случае разведывательное агентство делает. И я с радостью поделюсь этим по мере необходимости. Тем не менее, мы все еще даем талибам десятки миллиардов долларов. Где-то там есть американский гражданин, который буквально проснулся сегодня утром, потеряв 30% своей зарплаты, и хороший процент от этого идет в Талибан или другие программы за рубежом. И это то, о чем нам всем нужно подумать. И мы будем глубоко думать об этом в течение следующих 2 лет. Есть известная шутка, которую часто говорят о детях, которые собираются в колледж, чтобы научиться плетению корзин. И какая это была бы шутка? Но Соединенные Штаты прямо сейчас буквально посылают десятки миллионов долларов Талибану. 14,9 миллиона, если быть точным. Обучить афганцев ковроткачеству. Давайте подумаем об этом. Мы выделяем 280 миллионов долларов в Организацию Объединенных Наций, чтобы они обналичили деньги и передали их на продовольствие в Афганистане. Но мы не посылаем почек кукурузы из Айовы, мешок картофеля из Айдаха, или огурец, или апельсин из Флориды. И это сводит на нет тот факт, что нет никакого американского тоннажа, идущего через наши порты, чтобы отправить эти вещи отсюда туда. Это просто наличные переводы. Еще одна строка. Это напрямую из отчетов СИГАР. 75 миллионов долларов научить афганских женщин быть фермерами. Я не верю, что мы тратим 30 миллионов долларов в Соединенных Штатах Америки учить женщин быть фермерами. Мой коллега господин Уилсон поднял вопрос, что они даже не могут танцевать на улицах или разговаривать друг с другом, или ходить в школу. Я не уверен, что нам можно доверять, что 75 миллионов долларов используются для обучения их сельским хозяйствам. И как вы отметили, у нас нет дипломатов на месте для подтверждения действительности этих программ. Вот еще одна вещь, которая полностью мне любопытна. Может быть, вы могли бы мне это объяснить. 3,5 миллиарда долларов США были переведены в афганский фонд, который призван защищать макрофинансовую стабильность от имени афганского народа. Что, черт возьми, это значит? Можете ли вы мне сказать? Я не знаю. Для меня это полная тарабарщина. Рад обратить внимание Конгресса ко всему этому. Я дам вам еще один. Хорошо. Прежде чем вы это затронете, пожалуйста. Еще хуже. По цифрам мы потратили 9 миллиардов долларов на переселение примерно 90 тысяч афганцев-беженцев сюда, после падения Афганистана. Моя простая армейская математика говорит мне, это примерно 100 тысяч долларов на человека. Это абсурд. Итак, мой вопрос к вам. У нас даже нет посольства в Афганистане. У нас там нет дипломатов. Что мы делаем? Давая им даже $1.
Итак, конгрессмен, я думаю, вы знаете, деньги, которые мы предоставляем, и международное сообщество обеспечивает, сделано через партнеров исполнителей агентства ООН НГО. Да, мы могли бы сказать, что оба всех этих доллара, департамент доллара, иностранные НГО, иностранные страны, иностранные компании и в этом случае иностранных противников. Так что каждый из этих учреждений, по данным проверки департамента, имеет в наличии процессы для убедитесь, что деньги, которые мы предоставляем и другие предоставляют, тратятся соответственно. И деньги, которые есть, были потрачены на Афганистан. И я думаю, на международном уровне это около 8 миллиардов долларов с момента эвакуации. Помогло предотвратить голод. Это помогло предотвратить крах системы здравоохранения. Это помогло предотвратить крах всей экономики. Это помогло избежать, принеся еще больше катастроф. Господин секретарь, вы точно знаете, что люди буквально, особенно за пределами в этой стране, нам прямо лгут. Вашим людям пришлось вернуться и исправить ситуацию. Оказывается, мы на самом деле были потратить $500 000 на распространять атеизм в Непале через сторонний реализатор гуманистического интернационала. Они нам лгали. Они не показали нам точное слайд-шоу, что они сделали за $500 000. И все это. Они нам врут. У нас нет глаз на земле. Я бы хотел еще раз закончить вот этим. У нас там даже посольства нет. У нас нет дела до того, чтобы послать $1 в то место. Я все сказал. Я с уважением не согласен. Я думаю, что работа, которую мы проделали с помощью этих партнеров и многих других стран, сделали это. Это спасло много жизней в невероятно сложной ситуации.